Друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим, что такое второстепенные члены предложения, а именно дополнение, определение, обстоятельства. Второстепенные члены предложения – это члены предложения, которые не входят в грамматическую основу предложения. Это дополнение, определение, обстоятельства. Дополнение – это второстепенный член предложения, обозначает лицо, предмет, понятие или явление, отвечает на вопросы косвенных падежей – кого, чего, чему, что и так далее. При разборе предложения дополнение подчеркивается пунктиром. Дополнение может выражаться словами разных частей речи. Например, именем существительным, например, стихотворение «Кому?» Анне, местоимением «Важный для кого?» Для меня, именем числительным 30 делится на что? На 5. Неопределенной формой глагола или инфинитивом попросили о чем? Спеть. Несвободное словосочетание или фразеологизм. Купил – что? Несколько тетрадей. Предпочел – что? Золотую середину. Виды дополнений по форме выражения. Прямое дополнение обозначает предмет, на который непосредственно направлено действие, обозначенное переходным глаголом или словом категории состояния. Форма винительного падежа без предлога. Например, вижу кого? Друга. Жаль кого? Птичку. Косвенное дополнение – это все остальные формы с предлогами и без. Например, надеюсь на что? На удачу. Поговорим о чем? О жизни. Подарил кому? Другу. Определение – это второстепенный член предложения, обозначает признак предмета или лица и отвечает на вопросы какой, какая, какое, какие, чей, чья, чье, чьи и тому подобное. Предложение подчеркивается волнистой линией. Согласованное определение согласуется с определяемым словом в числе, роде и падеже. Может быть выражено прилагательным, например, «всю ночь шел проливной дождь», местоимением «мой дом из камня и бетона», числительным «я читаю это 5-й раз» и причастием «дождь потушил пылающий пожар». Несогласованное определение связано с определяемым словом по способу управления. Может быть выражено существительным, например, утром разбудил меня шум. Шум какой? Шум дождя. Наречием дорога какая? Ухабистая. Неопределенной формой глагола или инфинитив. Мечта какая? Победить. Мечта победить. Местоимение его, ее, их. Просьба чья? Ее. Цельное словосочетание с главным словом, существительным. Парень какой? Высокого роста. Приложение – это определение, выраженное существительным, которое может быть согласовано или не согласовано с главным словом вроде в числе падеже. Предложение подчеркивается волнистой линией. У стола сидел немец-переводчик. Река Днепр. Приложение обычно указывает на национальность, возраст, профессию, социальный статус, родственные связи, качество предмета, вид по отношению к роду. Например, бабочка-капустница, сосед, слесарь. Ветер, бродяга. Рассмотрим, что такое обстоятельства. Обстоятельства – это второстепенный член предложения, который обозначает место, время, причину, образ действия, цель, условия, уступки и отвечает на вопросы где, когда, почему, как, зачем и другие. Например, говорил как, тихо. В тексте выделяется штрих-пунктирной линией. Рассмотрим обстоятельства. Например, обстоятельства образа действия, меры и степени. Отвечает на вопросы как, каким образом, какой степени, сколько. Например, читал внимательно, бежал быстро. Абсолютно верно, крайне странно. Обстоятельства места. Отвечает на вопросы где, куда, откуда. Например, живем рядом, шел по берегу. Обстоятельства времени. Отвечает на вопросы когда, как долго. Например, он вернулся ночью. Обстоятельства условия. Отвечает на вопрос при каком условии. Например, зайду при случае. Обстоятельства причины. Отвечает на вопросы почему, отчего. Например, обиделся из-за пустяка. Обстоятельства цели. Отвечает на вопросы «зачем?», «для чего?». Например, «пошел посмотреть». Обстоятельства сравнения
отвечает на вопросы как, подобно кому, подобно чему. Например, шаркал как старик, двигался как кошка. И обстоятельства уступки отвечает на вопросы несмотря на что, вопреки чему. Например, сделаем несмотря на трудности. Для закрепления знаний рекомендую выполнить небольшое задание. Необходимо выделить главные и второстепенные члены предложения. В таких предложениях как «поезд шел быстро», «возле дома росли деревья» и так далее. Обязательно пишите в комментариях свои результаты, вопросы и пожелания. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!